Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Народные средства от мигрени. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Во всемирной сети можно раздобыть информацию, которой с вами вряд ли поделятся врачи. Возьмем для примера распространенный недуг под названием мигрень, средства от которого нередко разыскивают пользователи интернета. В большинстве своем для борьбы с таким заболеванием люди прибегают к медикаментам. Да и врач, к которому вы обратитесь за помощью, также назначит вам прием медицинских препаратов. А ведь во всемирной паутине можно найти информацию о целебных травах, которые могут стать полноценной заменой лекарствам, коих современный человек употребляет и так чрезвычайно много. Тем, кто заботится о собственном здоровье и не желает перегружать организм таблетками и пилюлями, расскажу о 20 лекарственных травах со всего мира, которые эффективно помогают в борьбе с мигренями. 20 трав от мигрений, о которых вам не расскажут врачи. Первое. Перетрум. Пижма девичья. Трава перетрум была известна своими уникальными успокоительными свойствами еще древним грекам в V веке до нашей эры. А во времена Гиппократа открылись и другие целебные свойства этого уникального растения. К примеру, человечество узнало, что при помощи перетрума можно лечить воспалительные заболевания, мигрени, головокружение, даже проблемы с дыханием. Причем для этого достаточно лишь приготовить отвар из листьев растения, залив пару ложек сухой листвы 200 мл кипятка и оставив настаиваться 20 минут. По словам исследователей, прием 100 мл целебного отвара в день в 2 раза снижает выраженность мигрений. Правда, тут следует помнить, что употребление перетрума может вызвать ряд незначительных побочных эффектов, в частности тошноту и вздутие живота, а при длительном применении афтозный стоматит. А вот беременным женщинам и лицам с аллергией на ромашку такое средство употреблять не стоит. Второе. Белокопытник гибридный. Эта экзотическая трава произрастает в болотистой местности Великобритании, а также в некоторых частях Азии и Африки. С незапамятных времен ее применяли в качестве эффективного противоязвенного средства. Однако современные исследователи выявили другие, не менее полезные свойства этого растения. Оказывается, белокопытник гибридный прекрасно справляется с респираторными заболеваниями, такими как кашель и астма. А еще способен стать полноценной заменой антигистаминным препаратам и устранить любые проявления аллергии. Но что еще интереснее, совсем недавно ученые Британии провели исследование, которое подтвердило, что употребление экстракта белокопытника гибридного на 50% снижает частоту головных болей, вызванных мигренью. Правда, данный эффект наблюдался лишь в случае применения 75 мл экстракта дважды в день, в то время как уменьшение дозировки до 50 мл средства не давало такого эффекта. Третье. Мята. Мята перечная – широко распространенное растение, которое встречается в Азии, Европе и Америке. Масло этого растения с давних времен используется как в кулинарии, так и в медицине, а все благодаря уникальному компоненту ментолу, который обладает успокоительным эффектом и может применяться для борьбы со стрессовыми состояниями. При этом исследования, опубликованные в Международном журнале клинической практики, показывают, что нанесение 10% раствора препарата на лоб и виски обеспечивает ослабление боли при мигрени и устраняет тошноту. К тому же ученые выяснили, что это растение способно снимать спазмы желудка и даже бороться с кариесом, если полоскать горло 10% раствором препарата. Четвертое. Экстракт коры ивы. Не секрет, что экстракт коры ивы был использован при разработке аспирина, широко известного обезболивающего, противовоспалительного и жаропонижающего препарата. А ведь эту уникальную кору использовали еще наши предки. К примеру, во времена Гиппократа ее давали жевать больным лихорадкой и другими воспалительными недугами. А намного позже европейские целители использовали экстракт коры ивы для лечения остеоартрита, устранения поясничных болей и снижения боли в голове. Современным людям также следует обратить внимание на этот препарат, ведь действует он не хуже покупных анальгетиков. Пятое. Имбирь.
Эта восточная пряность, снискавшая славу лекарства от 100 болезней, обрела невероятную популярность как в китайской, так и в индийской медицине. Вскоре об этой пряности узнала и Европа, где имбирь начали применять не только в кулинарии, но также для устранения тошноты и рвоты, облегчения болей в животе, борьбы с симптомами простуды и гриппа, а также для решения неврологических проблем и устранения головных болей. Однако и это еще не все. Имбирь начали использовать в качестве мощного противовоспалительного, жаропонижающего, противогрибкового и антибактериального средства. И что еще интереснее, совсем недавно ученые установили, что употребление имбиря в виде порошка сопоставимо с приемом препарата суматриптана, который называют золотым стандартом в борьбе с мигренью. Вы также можете добавлять в свою пищу по щепотке имбирного порошка. Главное не сочетать это средство с препаратами для разжижения крови. 6. Кофейные и чайные напитки. Кофе и чай – самые популярные напитки в мире. Они отличаются друг от друга как день и ночь, но при этом их объединяет одна особенность – богатство кофеином. Еще в те далекие годы, когда чай не распространился за пределами Китая, знали, что этот целебный напиток снижает кровяное давление, устраняет проблемы с желудком, налаживает ток крови, помогает бороться с кожными заболеваниями и даже лечит болезни почек. Современная медицина добавляет к этому, что регулярное потребление чая помогает справляться с головными болями, в том числе и болями при мигрени. Подобным образом на организм действует и кофеин. Доказано, с приступом мигрени хорошо справляется сочетание 1000 мг парацетамола и 130 мг кофеина. 7. Валерьяна. Хорошо известное нам растение под названием валерьяна. Впервые начало применяться в медицине еще со времен Гиппократа. Именно тогда его стали широко использовать в качестве средства от бессонницы. Однако в последние годы выясняется, что экстракт валерьяны, который можно приобрести в любой аптеке, помогает справляться с учащенным сердцебиением, устраняет волнение и тревожность, а также снимает спазмы в голове. Правда, при всей эффективности данного фитопрепарата от головных болей, его прием не помогает устранить мигрени, а лишь немного снижает их интенсивность. Что же касается использования валерьяны, то принимать это средство следует в качестве дополнения к основному лечению в виде настойки, сухих корней или экстракта. 8. Кориандр. Уже более 7000 лет целебные свойства семян кориандра используются в кулинарии. Но мало кто знает, что с тех же времен эту замечательную восточную пряность начали использовать в медицинских целях. Например, для борьбы с симптомами диабета, аллергии или мигрени. Традиционная китайская медицина аюрведа использовала семена кориандра для уменьшения головных болей следующим образом. Семена поливались кипятком, а больной вдыхал горячий пар, исходящий от кориандра. Сегодня научные исследования относительно эффективности лечения мигрени при помощи кориандра не проводятся. Они направлены на выявление пользы от этой специи для больных артритом и диабетом. Тем не менее, противовоспалительный потенциал кориандра может и сегодня оказаться полезным в терапии мигрени. 9. Донг куэй. Донг куэй или китайский дягель – известное целебное растение, которое в нашей стране больше известно по биоактивной добавке с одноименным названием. Родственник моркови, петрушки и сельдерея, донг куэй используется у себя на родине в качестве пряности. Хотя благодаря своим целебным свойствам данная зелень занимает важное место в корейской, японской и китайской народной медицине. Местные врачеватели используют донг куэй в терапии нервных заболеваний, в лечении воспалений, а также в борьбе с усталостью и упадком сил. Что характерно, в китайской медицине это растение позиционируется в качестве средства борьбы с головной болью и мигренями. И пусть сегодня не проводятся официальные исследования донг куэя, вы можете попробовать одноименный БАД для борьбы с невыносимой болью, вызываемой мигренью. 10. Лаванда. Масло лаванды, известное своим приятным сладковатым ароматом, давно используется в создании духов и косметики. А ведь еще со времен Древнего Египта это замечательное масло применяли в мумификации тел фараонов, а в Греции и Риме без него не посещали сауну. К достоинствам масла лаванды относят способность активизировать мозговое кровообращение, благодаря чему улучшается психическое здоровье и способность противостоять стрессам. А еще масло лаванды действует в качестве тонизирующего средства, помогающего в борьбе с физической и психологической усталостью. Отрадно и то,
что исследования 2012 года показали эффективность вдыхания паров лаванды для борьбы с мигренью. По словам медиков, для этой цели можно вдыхать пары масла или мазать масляным экстрактом виски. Главное предварительно разбавить это средство, ведь в противном случае есть риск получить раздражение. 11. Розмарин. Ароматическое растение розмарин является родным для Средиземноморского региона, а потому местную кухню просто невозможно представить без аромата розмарина. Тем не менее, в нетрадиционной медицине ценность этого растения ничуть не меньше. Розмарин применяют для восстановления печени, для устранения проблем с памятью, для улучшения концентрации внимания и борьбы с нервными расстройствами. Кроме того, при помощи розмарина избавляются от мышечных и головных болей, в том числе вызванных мигренью. К плюсам этого растения можно отнести его универсальность, ведь принимать данный фитопрепарат можно в виде порошка, масла или сухой листвы, из которой готовят целебный чай или отвар. 12. Липа мелколистная. Это дерево, произрастающее в Азии, получило широкую известность благодаря способности успокаивать нервную систему, снимать напряженность и устранять беспокойство. Кроме того, употребление настоя или жидкого экстракта липы нормализует кровяное давление, облегчает заложенность носа и помогает наладить сон. Что же касается современной альтернативной медицины, то сегодня в Индии большой популярностью пользуется чай с липой, который помогает устранять мигрень. Тем не менее, официальная медицина говорит о недостаточной изученности этого лекарственного растения, чтобы считать его средством от мигрени. 13. Картофель. В народной медицине картофель используется уже более 200 лет. Его применяют для лечения гастрита, геморроя или метеоризма. В этом ряду стоит и мигрень, для устранения которой ломтики сырого картофеля прикладывают к голове и фиксируются на ней марлевой повязкой. Кроме того, некоторые народные целители рекомендуют втирать картофельный сок в виски, чтобы уменьшить болевые спазмы. Однако некоторые научные исследователи пришли к выводу, что гораздо эффективнее мигрени противостоят корешки этого клубневого растения. Официальных результатов исследований еще нет, однако перспективы у этого растения безусловно высокие. 14. Хрен. В Европе, откуда родом это многолетнее травянистое растение, его традиционно используют в кулинарии для придания остроты блюдам. Однако его раздражающие свойства давно нашли свое применение в лечении таких заболеваний, как гастрит с низкой кислотностью, атония кишечника и недостаточность функции желчевыводящих путей. К тому же хрен помогает устранять проблемы с дыханием, борется с инфекциями в мочеполовой системе, а также снижает боль в суставах. Некоторые медики склонны считать, что способность хрена сужать кровеносные сосуды может помочь противостоять мигреням. Однако никаких научно обоснованных фактов эта теория не имеет. 15. Жимолость. Ползучий кустарник под названием жимолость, который сегодня можно обнаружить в Азии и Северной Америке, на самом деле является уникальным растением. Благодаря особым компонентам, присутствующим в составе жимолости, эта целебная зелень с успехом применяется для борьбы с укусами ядовитых рептилий, с лихорадкой, инфекционными и воспалительными заболеваниями. Жимолость – это прекрасный антисептик, который к тому же помогает скорейшему затягиванию ран и изъязвлений. Именно противовоспалительные свойства, не уступающие по своей эффективности аспирину, могут помочь лицам, страдающим от приступов мигрени. 16. Коровяк. Растение с желтыми цветочками под названием коровяк, которое можно встретить на просторах Европы и Азии. Используется для лечения болезней десен, снятия воспаления и устранения неприятных симптомов желудочных заболеваний. Кроме того, коровяк – это природное обезболивающее, которое помогает устранять боли различного генеза. В этом плане наиболее интересны возможности растения в виде капсул, экстракта или припарок для борьбы с болью, спровоцированной мигренью. На данный момент об этом нет официальной информации. Однако сбрасывать со счетов такое эффективное болеутоляющее точно не стоит. 17. Гаультерия ползучая. Это небольшое растение со съедобными ягодами можно повстречать в Северной Америке, откуда родом гаультерия. О целебных свойствах этой зелени известно, что ее эфирное масло хорошо спасает от ревматических болей и предотвращает появление опухолей. А вяжущие свойства гаультерии помогают организму скорее восстанавливать силы. Именно у этого природного лекаря потенциал в борьбе с мигренью, ведь известной практикой является применение экстракта или настоя растения для устранения головных болей и болей в животе.
18. Хмель. Нельзя точно сказать, когда впервые хмель начали использовать в пищу. Однако и сегодня популярный напиток – пиво – изготавливают как раз из шишек хмеля. Однако в данном контексте более интересным является то, что о пользе хмеля говорят народные целители. А по их словам, это незаурядное растение помогает устранить тревогу и наладить проблемы со сном, убирает желудочные спазмы и колики, борется с лихорадкой и воспалительными процессами в организме. Имеются свидетельства о позитивном влиянии хмеля при лечении мигрени. Однако исследований в этом направлении в медицине пока нет. 19. Чистец лекарственный. Со времен античности чистец верой и правдой служил людям, помогая им справляться с отеками, а также болью, независимо от ее происхождения. В этом плане чистец нередко использовался для борьбы с менструальными болями у женщин, суставной и головной болью, для чего отлично подходит сок, мази и припарки на основе этого растения. И пусть до сегодняшнего дня никто не проводил клинических испытаний на предмет влияния чистеца лекарственного на мигрень, это средство вполне может стать палочкой-выручалочкой для больных с таким недугом. 20. Эводия лекарственная. Эводию нередко называют пчелиным деревом. А все потому, что на родине, в Китае и Корее, это растение является аналогом нашей акации. И здесь отрадно отметить, что эводия приносит пользу не только медоносным пчелам, но и человеку, помогая ему справляться с поносом и рвотой, спазмами в животе и головными болями. Причем поклонники нетрадиционной медицины особенно выделяют противовоспалительные свойства эводии, которые могут помочь человеку в борьбе с мигренью. В заключение хочется сказать, что далеко не все растения столь безопасны, как может показаться на первый взгляд. Некоторые из них могут провоцировать тяжелые побочные эффекты или не подходить для одновременного приема с лекарственными средствами, а потому их необдуманный прием может грозить человеку самыми непредсказуемыми последствиями вплоть до летального исхода. Поэтому не спешите принимать выбранное народное средство, лучше получите консультацию специалиста и только с его одобрения приступайте к лечению. Здоровья вам и жизни без боли! Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.